Всем привет, ребят! Сегодня у нас то видео, которое, наверное, почти год ждала, будет, потому что сегодня будет распаковка. Это, наверное, самая долгожданная распаковка из всех, что я снимала, потому что эта посылка очень дорога для меня тем, что на эту посылку мы собирали, можно сказать так, все вместе. В плане того, что я очень хочу большую благодарность выразить тем, кто поддержит меня на Патреоне. Это Шон, это Ингви, это Джек с Прадой. Вот, спасибо им большое, потому что большую часть этой суммы это как раз Патреона. Плюс были пожертвования также от них. Это очень большой дало очень сил толчок. И плюс я еще вкладывала сумму с Ютуба. Я не могу сказать, что там что-то накопилось, потому что я до сих пор не понимаю всю систему Ютуба, как он считает, когда у меня, есть монетизация на некоторых видео, у меня не на всех, но на 95% у меня нет монетизации. В плане того, что есть какие-то, есть YouTube аккаунт, есть еще один аккаунт, там засчитываются деньги, но я так и не понимаю, как это. В общем, я очень хочу выразить большое-большое спасибо этим ребятам, которые мне помогали, которые понимали, насколько для меня это ценно, насколько для меня это важно собрать на камеру, ту, которую я очень сильно хотела. Я, во-первых, очень долго думала, какую хочу, какой фирмы, там, как она должна выглядеть. Вот, и в поисках всей кучи этих камер я нашла Sony. Это прям такая камера блогерская, она в плане того, что такая маленькая, удобненькая, не занимает много места в сумке. То есть для меня это было важным значением, потому что все-таки, когда концерты, я очень везде много где ездила, мне это было очень удобно. Да, я могла снимать на телефон, но мне уже сейчас в данный момент я снимаю на телефон, но мне качество хочется четче картинку, хочется иногда там вот эти расплывчатые все задний фон, там, потому что иногда хочется тоже пофотографироваться, и телефон не всегда устраивает эти функции, или что-то интересное такое снять. Вот, поэтому я очень хотела камеру. Вот, я наконец-то ее купила, но, как обычно, без приключений, потому что я хотела купить камеру на Амазоне. Она в 2 раза дешевле, чем покупать в России. Почему? Потому что, во-первых, на Амазоне идет офигенная комплектация в плане того, что на Амазоне идет сама камера. Я сейчас скажу сумму, какая там получается 60 тысяч, все. Сама камера, флешка, плюс специальная ручка, которая у нас в России стоит от 10 тысяч и выше. Вот, у нас камера стоит 70 тысяч в России. Это просто одна камера, без каких-либо там дополнительных карточек, карт памяти, без самой этой же палки, просто одна камера 70 тысяч. Вот, и когда я на Амазоне смотрела, то есть, конечно, я привилегию отдавала Амазону. В плане того, что вот именно вот комплектация была очень-очень отличная. Плюс то, что даже если бы доставка, она бы все равно не так дорого вышла, если бы я покупала одну камеру в России. Вот, и также там еще я могла купить чехол для камеры, что все сразу вместе у меня было. Но, к сожалению, почему-то, когда я начала заказывать и уже почти оформила заказ, Amazon почему-то заблокировал мне мой аккаунт, посчитав тем, что какая-то супер деятельность, супер активность на канале, на аккаунте. Я, честно, не знаю почему. Вот, и мне пришлось срочно искать, конечно, другие варианты. Я пересмотрела все магазины, наверное, в России, которые есть, и нашла по приемлемой цене. 62 тысячи эта камера стоит, получается, у нас в России на фототехнике. Это единственный магазин, где самое дешево. Даже на самом магазине Sony эта камера стоит 70 тысяч. Я не понимаю, почему такая вот большая, огромная разница, хотя комплектация одна и та же. Вот, давайте сейчас откроем, я расскажу, что в комплекте. То есть вы понимаете, что я сейчас осталась без палки, которая, она больше для влогов сейчас в данный момент мне она в принципе не нужна. Потому что я не знаю, будут вообще в следующем году еще концерты или нет, сколько вот это все будет продолжаться с пандемией. Неизвестно, и я бы очень хотела чехол получить.
потому что там такой прикольный силиконовый чехол, то есть он как на камеру одевается и удобно, в плане того, что ты ничего не поцарапаешь, ничего с камерой не случится там. Вот, я не помню, вроде тоже на Амазоне шла еще в комплекте пленка на камеру, на экранчик. В России точно не было этого, то есть мне еще, понимаете, отдельно надо будет купить чехол, если я найду, плюс аккумулятор, который камеру можно заряжать от USB шнурка, и можно отдельно чисто сам аккумулятор. Я хочу именно, чтобы сам аккумулятор у меня заряжался. Там специально вот эту штучку, то есть палку вот эту, аккумулятор, защитный, пленку, чехол. То есть это уже 4 вещи, то есть камера, обходится очень дорого в плане того, что если покупать в России. Итак, я тут уже, открыла в плане, чтобы не шуршать сильно. Всякие чеки. Вот сама камера, сама коробочка. Кстати, тяжеленькая, если честно. Вот эту палку говорила. Здесь нет в комплектации этой палки, а на Амазоне шла вместе с этой палкой комплект. В плане того, что ты нажал, не надо саму камеру нажимать. Ты нажал тут сразу и на видео, и на фото, если надо. Поэтому удобно. Итак, открываем. Куча инструкций, понятно, что я читать это буду потом. Там. Вот сама камера. Тут у меня очки. Вот. Есть еще такая на Амазоне точно в белом цвете. В России я не видела. И в России я видела только в черном. И чехольчики черный, зеленый, красный тоже цвет есть. Вот чехол прям как сама камера. То есть наденешь и вообще заметно ничего не будет. Вот. Давайте внутри посмотрим. Внутри уже стоит батарейка. И я отдельно еще покупала, кстати, флешку. То есть у меня все... Так, мне вышло в 65 тысяч. Все вместе сама камера, флешка. Потому что флешку я уже проверила на другой камере. Мне просто надо было узнать, работает, подходит или нет. Камера, флешка, все, у меня вышло все 65 тысяч. Вот, потому что сама камера 62, и там флешка 2 с чем-то стоила. Вот. Сейчас посмотрим с комплектацией. О, это этот микрофончик. Я, кстати, до сих пор так и не понимала до определенного момента, вот сейчас, идет мне этот комплект микрофончик или нет, потому что это ветрозащитный экран вообще, как бы плюс микрофон. Я не знаю, вообще идет он или нет, то есть отдельно надо было покупать или нет, но я рада, что не надо. И шнур, чтобы заряжать. Еще этот аккумулятор на камеру. Так, вот она как выглядит все. Так, этот экран делается. Вот, в плане того, что когда я буду сама, себя снимать, мне будет видно. Я хотела, чтобы вот так вот экран был, но такой камеры не было именно таким экраном. Он еще поворачивается, то есть вот сюда я могу смотреть. Хотя я не вижу смысла, потому что я могу вот так вот сделать и как бы вот так вот. У меня телефон больше, чем эта камера. Прям в половину. Я виду по длине. Да и ширина тоже. У меня телефон намного больше, чем сама камера это. Так, здесь, я как понимаю, сюда вставляется микрофон. Защитный экран, да? Сейчас проверим. Я боюсь что-то сломать. Вот, это вот так, короче, выглядит. Ага, а так как бы не видно кнопочку. Сейчас я включу, там понятно все языки, там вот это все дела. Вот она, красота. О, такая четкость офигенная, вы не представляете. Я очень, я сейчас разберусь с ней немножечко с камерой и очень-очень хочу поснимать видео в плане того, что офигеть просто.
Вы не представляете, какая это четкость по сравнению с телефоном. О, ну, вот, естественно, приближаю. Сейчас я доиграюсь. Как бы вот так, и так. Да, там бардак у меня. Простите. Ну, все блогеры так снимают. Вот, то есть тут куча разных режимов. Портрет, спорт, еда, там, животные, сверхчувствительность, нечувствительность, там, закаты, ну, короче, стандартно такой вот. В плане она не тяжелая, то есть я смогу так вот спокойненько ходить, я думаю, рука не будет уставать. Я не знаю, сколько заряда хватит, если так, ну, хорошо влоги снимать, но я читала там что-то вроде как бы аккумулятора хватает типа на часа 2 или 3. Ну, посмотрим. Как бы я понятно, что не постоянно снимаю, и то есть я думаю, что мне хватит недолго. Вот, с этим микрофончиком защитным экраном тоже клево все смотрится. Вот. Ну, то вот такая моя распаковка. Вот, так что вы понимаете, что я почему так долго-то их искала, потому что я очень хотела, чтобы, ну, понимаю, что камера дешевле на сайте заграничном, я лучше подожду месяц, да, допустим, но получу практически полный комплект. А так как видите, не судьба, не сложилось, то у меня вот камера. Смотрите, тут нет защитной пленки, тут нет переходника, который должен вот сюда крепиться, допустим, к лампе. Потому что если свою лампу сейчас я выкручу и поставлю камеру, я останусь без света. Вот. Как бы вот. Поэтому надо отдельно сейчас мне будет еще переходник искать, покупать чехол, защитный экран. То есть это еще 1005, наверное, будет. И зарядку вот эту дополнительную. Можно дополнительно аккумулятор купить, либо саму эту. Но я смотрела как бы так для себя, то в принципе там не сильно дорого. Вот так. Ну, я очень довольна. Я очень довольна своей этой покупкой. И как бы это я сама себе купила этот подарок на Новый год. Ну, у вас, кто за границей меня смотрит, то у вас Рождество у нас считается самым главным праздником, это Новый год, а Рождество у нас позже идет, и она немножко отличается от вашего. Потому что мне постоянно пишут, давай мы тебе подарок на Рождество подарим. Я говорю, ребят, у нас Рождество еще не скоро, у нас еще почти месяц надо ждать до Рождества. Вот, и я очень счастлива, я выражаю огромную благодарность всем тем, кто мне помогал собрать эту камеру, потому что не знаю, насколько это для меня важно. Большое-большое спасибо каждому из ребят, помимо там Шона, помимо Ингви, там был Никита также на Патреоне, потом нашел, потом Морган мне тоже кидала донаты, спасибо вам огромное, ребят. Если бы не вы, я не знаю, когда бы я собрала уже, наверное, эту камеру. Как бы понятно, что я собрала бы, но это, может быть, я бы ждала, наверное, еще дольше. Потому что вместе с вами мы собрали где-то, наверное, за полгода все вместе. Потому что я как раз, когда сказала, хочу камеру в мае, где-то так, ну вот, получается, чуть больше полгода. Я очень счастлива, что вы мне помогли. Спасибо вам большое. То есть вы понимаете, куда все деньги ушли, то, что я не потратила там на какую-то фигню, на еще что-то, вот именно на камеру, на ту вещь, которая... Я хочу вас радовать картинкой новой. Во влогах, когда снимать, да, допустим, там еще. И плюс теперь я буду копить на ноутбук, потому что мой ноутбук тоже уже потихонечку говорит мне пока. У меня потому что пол экрана не видно. Если там карандаш ставить, то тогда у меня работает весь экран. А так у меня пол экрана уже не работает, и он уже начинает не тянуть столько видео, сколько я снимаю. Вот. То есть те как бы донаты, все деньги я хочу вкладывать в свой канал. В плане того, что именно какое-то оборудование покупать. Потом вот сейчас посмотрим, если у меня будут микрофоны устраивать, то тогда я, наверное, не буду себе покупать микрофон. Если я все-таки захочу, то я потом буду смотреть, конечно, микрофоны. Вот. Также спасибо вам за все, что вы мне помогаете. Я очень-очень вам каждому благодарна за это. И вы самая лучшая аудитория. Также прошу вас активничать на канале, пишите в комментарии, ставьте лайки, комментируйте, там подписывайтесь, рекомендуйте друзьям. И мы увидимся с вами. До скорой встречи. Всем пока. Надеюсь, сейчас стану уже снимать на камеру, чтобы вы понимали разницу. Так что вот, знакомьтесь. Всем пока.